Итак, сколько раз мы слышали, что попугаи и вороны умеют пародировать голос людей. Но этим уже, наверное, никого не удивить. Немного удивительнее знать, что у дельфинов есть собственный язык. Но это все-таки тоже не так интересно, потому что свой язык есть если не у всех, то у большинства животных среди своего вида. Вот когда животные начинают осознанно разговаривать с человеком, об этом уже можно поговорить. Но сомневаюсь, что если я расскажу о том, как шимпанзе выучила 250 знаков на языке жестов, это у вас вызовет реакцию уровня Ты разговариваешь! «У меня зазвонил телефон». Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Всем нам с детства знаком этот стих Чуковского. Но насколько бы не были абсурдны эти строки, есть в них доля правды. Слоны могут разговаривать с человеком. По крайней мере, один слон. В 90-х годах в южнокорейском городе Йонгин в зоопарке Эверленд появился слон по имени Косик. Ну или Кошек, неважно. Жил он так в зоопарке до 9 сентября 2006 года, когда для всего мира он стал сенсацией. Заголовки газет пестрили фразами, чтобы изучить серого гиганта, из Германии со своей командой в Южную Корею приехал доктор биологии Института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства Лейбцена Дэниел Митчен. Для тех, кому интересно полное исследование, в описании оставлю ссылку, а так расскажу простым языком. Значит, Кошек засовывает кончик своего хобота в рот, причем всегда только с правой стороны. После этого он на выдохе шевелит носом, издавая звуки, которые могут быть понятны среднестатистическому южнокорейцу. В перечень этих звуков входят слова «да», «нет», «сидеть» и «лежать». Пока непонятно, использует ли он их осмысленно или выполняет команды, но то, что он умеет воспроизводить слова, которые понимают люди, не имея при этом сирингса, это вызывает удивление. Сирингс — это, если что, орган, позволяющий некоторым птицам имитировать звуки окружающей среды. He does. You will die! Sylvester! Okay, yeah, he's pissed. We should probably go. Come on. It's like he's possessed by a demon. I don't know. I'm so sorry about this, Izzy. Возможно, нам просто слышатся эти звуки, а не кот осознанно говорит. В данном случае мы надеемся на это, потому что если он реально угрожает... Однако в реальности кошки, в частности домашние, и правда могут осознанно имитировать человеческую речь, даже не посредством команд. Кошки во время охоты подстраиваются под жертву, чтобы усыпить ее бдительность за счет звуков. Владельцы котов или кошек, если ваш питомец когда-нибудь охотился на птиц, замечали ли вы, издают ли кошки звуки по типу стрекотания? Я просто не кошатник, подтвердить не могу. Таким же образом кошки могут подстраиваться под поведение людей. Однако у усатых друзей, как и у многих других животных, нет подходящих мышц для копирования движения губ. Оттого не все животные смогут повторить нашу речь. Ну, у орангутанов такие траблы отсутствуют. Это на своем примере доказал 18-летний орангутан Рокки из зоопарка Индиаполиса. Кстати, правильной формой является именно слово орангутан. Никаких орангутангов. В общем, десятки лет ученые считали, что это невозможно. Позже принимали версию, что приматы могут повторять некоторые слова, но не по своей воле, а по команде. То есть они могут говорить, но только если их заставить. Однако случай с Рокки полностью перевернул прежние представления. Примат по своему желанию менял высоту и тон голоса, подражал людям и пытался связывать слоги воедино. Very good. Very good. Вот
Вот уже несколько лет по сей день Роб Шумейкер со своей командой изучает вокальные возможности Рокки, чтобы понять, как люди от звуков по типу развились до 5500 языков. Вообще, если честно, то Рокки это не первый орангутан, который начал пытаться разговаривать как мы. За 45 лет до Рокки в 1960 году родилась Тильда. Нет, это не тот знак. Он, к слову, был добавлен на 33 года позже нашей героини. Итак, Тильда. Орангутан 63 лет. Тильда родилась в дебрях Борнео в 1960-х годах, а затем была поймана в возрасте 2 лет. Ранее она издавала только свист, а также повторяла некоторые действия за людьми, такие как размахивание руками, хлопанье в ладоши и так далее. Адриано Ламейра, долгое время изучающий поведение и звуковые особенности Тильды, говорит, что Тильда и другие орангутаны уже стоят на пороге того, чтобы производить гласные и согласные с той же скоростью, что и люди, то есть примерно 10 букв в секунду. И он питает надежду, что когда-нибудь в будущем они смогут научить человекообразных обезьян производить комбинации звуков, напоминающие слова. Ну, ладно. От человекоподобных обезьян в принципе можно ожидать такое. Но вот от кого не ожидаешь человеческой речи, так это от... А сейчас сами все узнаете. Итак, ноябрь 1978 года. Наблюдатель в одном из бостонских учреждений торопливо набросал короткую записку, которая, сама того не подозревая, впоследствии принеслась волной по всему исследовательскому полю, связанному с развитием языка. В записке гласило: «Он говорит на простом английском. У меня есть свидетели». Подумаешь, может ребенок у кого-то научился говорить, и вот он для себя пометил. Только вот в этом предложении говорилось о тюлене. Вот это поворот, да? Я вообще с небольшим скептицизмом читал про это. В 1978 году ведь не было таких качественных звука и видеозаписывающих устройств. Да и то, что мог говорить Гувер, а именно так зовут тюленя, конечно, очень поражало. Все же могли приукрасить, но, оказывается, в сети предостаточно пруфов. Например, вот. Вообще, пока я читал разные статьи, я понял, что, наверное, любое животное, которое умеет менять свой тембр голоса осознанно, которое умеет контролировать тон произносимых звуков, потенциально способно издавать такие же звуки, как и мы с вами. Вот, собственно, и подтверждение от журнала New Scientist. Способность изучать, изменять и имитировать новые звуки относительно редка и встречается только у таких животных, как люди, слоны, летучие мыши, тюлени, киты и некоторые птицы. А хотели бы вы, чтобы какие-нибудь животные научились говорить с вами? Я бы, например, хотел, чтобы мы могли разговаривать с нашими питомцами, чтобы мы лучше понимали друг друга. А может лучше, чтобы о некоторых секретах они молчали? Свое мнение оставляйте в комментариях. А я пошел писать текст в следующем видео. Увидимся позже. I love you. Mishka, I love you. Mishka, I love you. I love you. Mishka, I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. I love you. I love you. I love you.